Допустим, есть ситуация, болит поясница, что-то болит в пояснице. Любое заболевание начинается с повреждения клетки, и любая боль сопровождается повреждением клетки. То есть клетка, когда повреждается, она будет выделять болевое вещество. Болевое вещество будет раздражать окончание нерва, и сигналом это будет идти в головной мозг. Поэтому при болях в спине первое, что надо сделать, надо определить, какие клетки поражены. Обычно это будут мышечные клетки, то есть заболевание миофасциальный синдром. И как восстановить поврежденную клетку, мы сегодня с вами будем разбирать. Привет, это Эдуард. 8 лет назад у меня были хронические боли в спине. Вот такая вот была грыжа. И на тот момент я лечил только мышцы. Сегодня в этом видео основные принципы мы будем разбирать. И с тех пор 7 лет я занимаюсь лечением хронических болей в спине. И сейчас я учусь на 4-м курсе на лечебном деле. Сегодня мы поймем основной принцип лечения практически любого заболевания. Также мы поймем, что значит лечить мышцы, потому что основные боли в спине вызваны миофасциальным синдромом. И вы сами сможете понять, какие методы действительно лечат, а какие методы являются имитацией лечения. Видео будет достаточно сложное, потому что оно подготовлено на основе вот этих 4 дисциплин, и мы его максимально упростили. И если вы сейчас сможете понять суть, то вам любое лечение станет понятно. Тем не менее, обязательно напишите в комментариях, насколько понятно и нужно ли будет делать проще. Первое, самое важное, что надо понять, что все в нашем теле состоит из клеток. Когда-то мы были одной маленькой клеточкой, она была оплодотворена и потихоньку начала делиться. И сейчас в нашем теле порядка 200 разных типов клеток. То есть, допустим, сердце из чего будет состоять? Из миоцитов, то есть из клеток сердца. Там почки из чего будут состоять? Из клеток почек. Головной мозг из чего будет состоять? Из нейронов, нервных клеток. Мышца из чего будет состоять? Из мышечных клеток, миоцитов. А кровь из чего будет состоять? Из клеток крови. Это первое. И второе, то, что все клетки между собой похожи, так как они произошли от одной клетки. И принципиально, то есть у клетки будет мембрана, оболочка, и ее внутреннее содержимое. Когда клетки нашего тела находятся в норме, их изучает наука гистология и цитология. Как здоровые клетки между собой взаимодействуют и общаются, это уже изучает физиология. Как живет большинство клеток в нашем теле? Допустим, возьмем сердце. Сердце состоит из клеток, из кардиомиоцитов. Вот они. К каждой клетке подходит сосуд, по которому приходят питательные вещества, кислород, и по которому уходят другие вещества. Также клетки иннервируются. К клеткам подходит иннервация, то есть нерв, который будет давать команду, допустим, на сокращение, и также нерв, который собирает информацию, в том числе, допустим, и болевую. И второе, самое важное, когда начинается заболевание и чем оно сопровождается. Любое заболевание сопровождается повреждением клетки. Смотрим, есть здоровая клетка, приходит какой-то повреждающий фактор, и клетка становится пораженная или больная. И то есть мы всегда клетку можем посмотреть под микроскопом и увидеть, что как-то она изменилась. И вот это все заболевания как раз изучает патологическая анатомия. Допустим, есть печень, приходит повреждающий фактор, много алкоголя. И вот если мы посмотрим клетки печени, то они в значительной мере изменяются. То есть повреждение гепатоцитов клеток печени с хроническим употреблением алкоголя. Дальше смотрим. Допустим, плоскоклеточный вариант рака почки. Была почка, приходит какой-то повреждающий фактор, непонятно какой, но тем не менее клетки почки в значительной мере меняются. Допустим, ишемическая болезнь сердца. Да? Есть сердце, там сужаются коронарные сосуды, которые кровоснабжают саму ткань сердца, и тоже мышечные клетки, клетки сердца разрушаются. Еще раз, всегда есть повреждение клетки. Что такое миофасциальный синдром? Были здоровые мышечные клетки. Тут приходит какой-то повреждающий фактор, пока не важно какой. Мышечная клетка, вот как она выглядит здоровая, сверху, снизу, как она выглядит поврежденная, если мы будем смотреть ее под микроскопом. Триггерная точка — это скопление множества клеток, как раз множество поврежденных клеток.
И множество триггерных точек в разных мышцах будет называться миофасциальный синдром. И поэтому наша с вами задача сейчас понять, как вот эту поврежденную клетку, то есть обратимо поврежденную, снова вернуть здоровую. Вот модель мышечной клетки, к ней подходит сосуд, приводящий, отводящий капилляры, и также подходит иннервация. И когда клетка повреждается, то она будет выделять болевое вещество. Поэтому нам для того, чтобы вылечить хронические боли в спине, нужно как-то эту клетку будет восстановить. Она перестает выделять болевое вещество, и боль мы перестаем чувствовать и выздоравливаем. Сегодня мы рассмотрим только, как вернуть поврежденную мышечную клетку снова в здоровую. Вопрос, почему появляются триггерные точки, мы рассмотрим в отдельном видео. То есть здесь как раз надо будет понимать, что является повреждающим фактором. Это мы рассмотрим в отдельном видео, поэтому обязательно будьте подписаны на канал. Чуть почаще, чем раз в 2 года буду видео выпускать. Рабочий. Давайте для начала рассмотрим логику действий врача при другом заболевании, пока не имеющем отношения вот к нашим мышечным болям. Допустим, к врачу приходит человек и дает жалобы. Он говорит, там у меня слабость, сонливость, утомляемость, головокружение, зябкость и так далее. То есть врачу что нужно сделать? Ему нужно найти поврежденные клетки. То есть жалобы не специфические. И врач говорит, хорошо, надо с чего-то начать, давайте для начала сдадим общий клинический анализ крови. В норме клетки крови выглядят вот так. То есть они достаточно сочные, красные. Вот. Предположим, у этого пациента мы видим вот такой мазок. То есть мы видим, что да, есть повреждение эритроцитов. То есть они должны быть яркие, а они у нас получаются бледные. И это у нас соответствует картине там, железодефицитной анемии. То есть и врач, можно сказать, с первого раза нашел поврежденные клетки. И что теперь надо сделать? Нужно взять вот эти бледные эритроциты, снова сделать здоровыми. И вот природой почему-то так устроено, что это можно сделать только добавлением железа. То есть мы берем, назначаем пациенту препараты железа, он их принимает, железо входит в клетки, в красные клетки крови, и они снова становятся здоровыми. Что самое интересное, любой другой метод лечения в данной ситуации вообще не подойдет. Тем не менее, если врач не понимает, что нужно было эритроцит, к нему добавить железо, и чтобы клетка восстановилась, он может назначать все разные методы лечения. Допустим, остеопат скажет, у вас опущена печень там, и внутренние органы. 10 сеансов печень поднимает, все поднимается, но клетка не восстановится, потому что, еще раз, она восстанавливается только добавлением железа. И в свою очередь, наоборот, мы сколько железа пить не будем, допустим, клетку печени мы не восстановим, и никакую другую клетку, кроме эритроцита, мы не восстановим этим методом лечения. Итак, что нам надо сделать для того, чтобы вот эти поврежденные мышечные клетки восстановить? Я сейчас выведу на экран выдержку из книги, можете почитать, там достаточно сложно, но суть описанная в чем? Есть вот это вот мышечное сокращение клетки. Ее мембрана становится более слабой, и мы берем ее, разминаем, и она должна полностью разорваться. При этом в кровь, ну и потом в мочу будет выходить вот этот белок, который мы можем зарегистрировать. Вот. И после разрыва мембраны там пройдет регенерация, и клетка восстановится. Но основная цель — найти поврежденную клетку и разорвать ее мембрану. Давайте посмотрим одно маленькое видео. Здесь одно одноклеточное прокусывает мембрану другого. И вот как раз у второго содержимое берет и вытекает. Но в том случае оно вытекает в воду, а в нашем случае, в случае человека, оно будет вытекать в кровеносную систему. И мы этот опыт повторили. Смотрите, как было. Я с утра иду, сдаю вот этот кровь на вот этот белок, который содержится в мышце. Это все было одного числа. Вот он 32. Потом я иду, провожу массаж. И в этот же день, уже после массажа, снова сдаю этот анализ, и вот этот миоглобин, как раз белок, он в значительной степени увеличивается. Это как раз будет говорить о том, что мы клетки рвем, и вот этот вот белок как раз сюда выходит. То есть здесь цель не для того, чтобы увеличить этот белок в крови, а то, что мы как раз доказать то, что мы клетку действительно должны разорвать. Итак, первое, что мы должны будем сделать, это разорвать мембрану поврежденной клетки. Это понятно.
Второе, что нужно будет сделать, смотрите, клетки между собой соединены, они держатся. И когда в одной клетке появляется вот это вот повреждение, и они меньше двигаются, и на самом деле одна клетка как бы избыточно прилипает к другой. Поэтому что мы вторым этапом должны будем сделать? Мы должны будем сделать, как бы отлепить одну клетку от другой несколькими вот такими вот движениями. И смотрите, почему не помогает лечение. Первое. Вообще не понимают, что заболевание начинается с повреждения клетки. Да, то есть что-то делают на клетку не направленное. Второе. Неправильно определяют поврежденную клетку. То есть к неврологу приходишь, он говорит, да, это корешок. То есть он имеет в виду, что повреждена нервная клетка, а не мышечная. Третье, почему не помогает лечение. Потому что неадекватно лечат. То есть это как железодефицитную анемию лечить чем-то другим, но не железом. То есть лечение не будет клетку восстанавливать. И самое, на самом деле сложное, это не устраняют повреждающий фактор. То есть, допустим, повреждающий фактор приходит, мы находим поврежденную клетку, допустим, мышечную, мы ее разорвали, мы там все расшевелили, она снова стала здоровая, но снова приходит повреждающий фактор и, условно говоря, снова ее делают больной. Вот это ситуации самые тяжелые, мы эти ситуации будем разбирать. Вот одно из следующих видео как раз будет про причины появления триггерных точек, то есть почему повреждаются клетки, поэтому будьте обязательно подписаны на канал. В следующем видео мы рассмотрим результативные методы лечения, плюсы и минусы каждого метода. Напомню, это будет разминание триггерных точек, это будет сухое прокалывание иглой триггерных точек, ударно-волновая терапия и там, все, что направлено будет на увеличение пассивного объема движения. Также мы рассмотрим неэффективные и нерезультативные методы лечения. Мы сегодня рассмотрели повреждение мышечных клеток. Оно обычно является основным. Иногда действительно повреждение мышечных клеток будет дополнено повреждением уже нервных клеток. Причем повреждением разного вида, это мы тоже обязательно рассмотрим. В редких случаях основная боль действительно может быть какой-то другой природы, допустим, из почки, новообразования и так далее. Но еще раз, в любой ситуации вы являете компонент боли триггерных точек. На самом деле, сейчас тоже может куда пойдет. Вот то, что мы сейчас все рассматривали, это 2-й и 3-й курс лечебного дела. То есть по-хорошему невролог или остеопат или еще кто-то должен с этого начинать. Почему начинают совершенно с чего-то другого и как бы этого не понимают, я вообще не понимаю. Итак, основные выводы, что вы сегодня должны были понять. Первое. Все живое состоит из клеток. Клетки между собой похожи, и они имеют мембрану и внутреннее содержимое. Второе. Любое заболевание начинается с повреждения клеток. Приходит какой-то повреждающий фактор, клетка изменяется, и мы это морфологически можем зафиксировать. Суть любого лечения – это восстановить поврежденную клетку. Опять, если это возможно, если повреждение было обратимое. Основную боль в спине будет давать повреждение мышечных клеток. Они выделяют болевое вещество, раздражают нерв, и поэтому мы чувствуем боль. Заболевание при повреждении мышечных клеток называется миофасциальный синдром. Чтобы восстановить поврежденную клетку, нужно механически взять и разорвать ее мембрану. После этого начнется регенерация клеток. 7. Рваться будет только мембрана поврежденных клеток. Как бы мы ни разминали или другими методами не воздействовали, мембрана здоровых клеток рваться не будет. Доказательством разрыва мембраны будет как раз выход вот этого белка в кровь, которую мы как раз опыт провели. Взяли до массажа и после массажа. И после разрыва вот этих клеток нужно будет как бы отлепить одну от другой, просто их расшевелив. И на самом деле все результативные методы лечения мы уже как раз покажем в следующем видео, поэтому ждите, надеюсь, не сильно долго, и обязательно будьте подписаны на канал. Все, поправляйтесь, всем пока.